Огромные животные на Земле встречаются крайне редко. Но если посчастливится встретить такого гиганта, он наверняка вызовет восхищение, привлечет своей силой и мощью. Неудивительно, что места наблюдения за самыми большими существами в мире, синими китами и дайвинг с ними, входят в число крутых туристических маршрутов. Впрочем, в истории планеты были чудовища покрупнее. Этих гигантов можно сравнить с самыми тяжелыми орудиями на полигоне размером земной шар, где беспрерывно велась битва за выживание. Что за бронированные живые танки пробивались сквозь чащу в поисках добычи, ломая все вокруг? Кто заставлял землю гудеть и дрожать от своего бега, как целая колонна тяжелой военной техники? А какие существа в доисторические времена поднимали головы подобно перископам над водами лагун и озер? Об этом и многих других не менее удивительных вещах мы узнаем, совершив путешествие к древним гигантам в прошлое Земли. Их было очень много. Могучие динозавры, птерозавры размером с самолет, крокодилы и ленивцы длиною с машину, змеи как целый железнодорожный состав. Однако сегодня на нашей планете осталось немного крупных видов. И даже средние размеры современных животных меньше, чем доисторических. Такую оценку привел палеобиолог из Университета Флориды Грег Эриксон. Почему животный мир настолько измельчал? Ученые пытаются разобраться в этом с помощью множества ископаемых останков гигантов. Пока однозначного ответа не найдено, но кое-какие моменты уже удалось прояснить. Лучше всего они видны на примере нескольких ключевых различий между динозаврами и нынешними крупными животными – млекопитающими. Как и другие рептилии, по мере роста динозавры могли приспосабливаться к разным нишам. Они охотились на более мелкую добычу в молодом возрасте и большую – во взрослом. Частично в этом монстрам помогала смена наборов зубов, как делают акулы. То есть, когда рептилии становились больше, они отбрасывали свои юношеские зубы и вооружались более серьезными, что позволяло охотиться на крупную добычу. Вырасти до гигантских размеров древним ящерам помогали и другие особенности строения организма. Палеонтолог из Эдинбургского университета Стив Бруссат к таким отличиям относит воздушные мешки. У динозавров они проходили от легких к костям, создавая прочные, но легкие каркасы. Благодаря этому скелеты динозавров оказывались сильными и гибкими, но очень легкими. Такая особенность позволяла древним ящерам по мере эволюции становиться все больше и больше. У млекопитающих же воздушные мешки, которые могут проникать в кость и сделать ее легче, отсутствуют. К тому же теплокровные млекопитающие нуждаются в большем количестве пищи по сравнению с динозаврами, холоднокровными животными. Потребность в пище у слона примерно в 5 раз больше, чем у самых крупных динозавров. И еще большое тело холоднокровного ящера для активной жизнедеятельности требовало меньше энергии. Для успешной эволюции всем этим древним гигантам, конечно, была необходима и соответствующая окружающая среда, богатая естественными ресурсами. Это в первую очередь достаточное количество кислорода, пищи и места. В разные эпохи на Земле возникали подобные условия. Они развились, в частности, в середине Триасового периода, ближе к началу эры динозавров. В древней атмосфере тогда отмечается большая концентрация кислорода. Возможно, это играло важную роль в развитии гигантизма, особенно у насекомых. Кроме того, чтобы вид развивался до гигантских размеров, необходимо много времени. Массовые же вымирания уничтожают, как правило, более крупных существ. Ниши таких животных могут оставаться наполненными на протяжении десятков или даже сотен миллионов лет. Первому млекопитающему потребовалось 25 миллионов лет, чтобы достичь веса в тонну, а шерстистые мамонты, например, вымерли всего 10 тысяч лет назад. Их нишу в наши дни еще не заполнили новые монстры. Нет ничего удивительного в том, что современные люди не видят таких гигантских созданий. В то же время ученые считают, что наиболее исчерпывающее объяснение уменьшения размеров животных
исходит не из особенностей физиологии и окружающей среды. Здесь главная социальная структура того или иного вида, эволюция организованного социального поведения, не только стадного, но и более сложной совместной охоты млекопитающих привела к новой форме доминирования. Групповая охота относительно небольших хищников делает уязвимой даже очень крупную жертву. Иными словами, индивидуальный гигантизм на суше фактически был заменен групповым. Стайная охота таких животных, как волки и гиены, более эффективный способ стать доминирующим гигантом, чем большое тело. Но как же самые крупные из известных нам животных – синие киты? Почему их не уничтожили хищные рыбы, которые охотятся стаями? Палеонтолог Герат Вермей считает, что морская среда затрудняет коммуникации на больших расстояниях. Это делает более сложным создание крупных охотничьих групп в океане и дает фору таким огромным животным, как синие киты. Эти морские монстры как бы дают нам возможность в реальности увидеть исполинских животных древних времен. Их было очень много в прошлом Земли, причем задолго до динозавров. Представим нашу планету 300-500 миллионов лет назад. Вокруг бескрайний океан, заросли огромных грибов и карликовых деревьев. В этом призрачном мире все было очень жестко. Там беспрерывно шла смертельная война, потоками лилась кровь, воздух сотрясали жуткие предсмертные вопли. Но, как сейчас принято говорить, ничего личного в этом уничтожении друг друга не было. Просто каждое из животных старалось получить достаточно пищи, выжить и дать потомство. Для этого древние монстры применяли самые кровавые способы. Они разрывали добычу огромными клыками, живьем обгладывали с нее мясо, расчленяли тела мегачелюстями. Самые безумные схватки вели гигантские чудовища, отлично вооруженные для охоты на свои жертвы. Давным-давно, 480 миллионов лет назад, в морях плавали 10-метровые рыбы дунклеостеи, покрытые крепкой, как броня, чешуей. Они весили почти 4 тонны и были крупнее современных китов-касаток. Укус такой громадины, по расчетам исследователей, по мощности равнялся удару 500-килограммовой бомбы. Дунклеостеи легко перекусывали пополам доисторических акул, которых предпочитали на обед. Но бронированные убийцы вряд ли справились бы с похожим на акулу геликоприоном. Этот великан достигал 12 метров в длину и пользовался в войне куда более жуткими методами. Правда, геликоприоны жили намного позже. 270 миллионов лет назад, и с дунклеостеями не пересекались. По биологическим параметрам они были ближе к рыбам-химерам и окуням. Таких челюстей, как у этих хищников, не было ни у кого в мире. Зубы у геликоприонов крепились на костяной оси и напоминали диск циркулярной пилы. Они быстро вращались по кругу, вмиг распиливая на своем пути все живое. А куски окровавленного пиломатериала отправляли прямо в пасть подводного убийцы. Эти жуткие рыбы дают отличное представление о внешнем облике и повадке великанов древнего мира. Но многие из нас все же, наверное, не представляют мир доисторических монстров без звезд современной поп-культуры – динозавров. Им будет особенно интересно совершить прогулку с диметродонами. Эти существа очень похожи на динозавров, поэтому его часто ошибочно причисляют к древним ящерам и даже делают по их подобию игрушечных динозавриков. На самом деле диметродоны – синапсиды, то есть предки млекопитающих. Они появились совсем в другую историческую эпоху – 295-272 миллиона лет назад, и вымерли за 40-50 миллионов лет до появления первых динозавров. Диметродоны никогда не пересекались со знаменитыми древними ящерами. Эти громадные существа, достигавшие 4-5 метров, считались одними из самых опасных хищников своего времени. Длинные зубы с зазубринами, как на напильнике, помогали им легко убивать и быстро пережевывать добычу. Диметродоны также отличались фантастической внешностью. Из спины каждого из этих покрытых чешуей существ
торчал длинный колючий плавник. Он нужен был то ли для привлечения противоположного пола, то ли для накопления тепла, необходимого холоднокровным животным. Еще более универсальным был другой монстр древности. Как мог выглядеть плод любви кита и омара? Если такое создание существовало на свете, не исключено, что оно напоминало Эгирокосиду. Эта доисторическая креветка двухметровой длины из вымершего рода Аномалокарис обитала на Земле около 480 миллионов лет назад. Эгирокосиды по виду смахивали на злых космических пришельцев или каких-то химер. На самом деле это были вполне безобидные существа. При помощи сетчатых отростков на голове оно выцеживало из морской воды планктон. С пищей гигантским креветкам повезло. Их эволюция пришлась на период роста видового разнообразия планктона. В результате эгирокосиды могли пировать сколько угодно и при этом не составляли конкуренции в поисках пищи большинству других аномалокарисов, плотоядных хищников с острыми зубами. Не исключено, что эгирокосиды помогут исследователям выяснить, как развивались конечности членистоногих, представленных современными пауками, насекомыми и ракообразными. До недавних пор ученые полагали, что у аномалокарисов было лишь по одной паре гибких боковых лопастей на каждый сегмент тела. Однако более тщательный анализ останков эгирокосиды показал, что на каждом сегменте этих существ имелись две пары лопастей для плавания. Исследователи считают, что у некоторых видов в процессе эволюции произошло сращивание подобных лопастей. Это привело ученых к выводу о том, что аномалокарисы являлись доисторическими членистоногими. А вот другая древняя ядовитая тварь, пульмоноскорпион, точно относится к членистоногим. Существо отличается еще более невероятным видом и повадками, чем гигантская креветка. Представляете современного скорпиона, а теперь мысленно увеличьте его до размера овчарки. Это и будет пульмоноскорпион, который обитал на Земле 340 миллионов лет назад. Во многих источниках указано, что эта ужасная тварь достигала длины 70 сантиметров, но в последнее время палеонтологи нашли метровых ископаемых особей. Интересно, что по сравнению с современными видами у пульмоноскорпиона были сравнительно большие глаза. Исследователи предполагают, что благодаря этому древний монстр охотился по большей части в дневное время суток. Также известно, что пульмоноскорпионы периодически меняли свой хитиновый покров. Палеонтологи обнаружили не только окаменелости животного, но и его хитина. Еще у этих гигантских тварей был длинный толстый хвост, в котором, как в герметичном контейнере, хранилось огромное количество яда. Так что пульмоноскорпион мог охотиться на добычу намного крупнее себя, например, на рептилий. Высматривать добычу ему помогали большие глаза. Яд мгновенно ее убивать, а крепкие клешни разрывать тело жертвы на части. Конечно, мегаскорпионы одним своим видом наводили страх. Но встреча 290 миллионов лет назад с другим членистоногим обитателем Древней Земли, артоплеврой, могла просто парализовать от ужаса. Современная тысяченожка помещается на ладони. Теперь вообразите такую же в 2,6 метров длиной. Это будет подобие артоплевры. Жуткая химера обитала в непроходимых болотах современных Африки и Европы. Правда, никому пока не удалось найти окаменевшую артоплевру целиком. Фрагменты скелетов до 90 сантиметров в длину были обнаружены на юго-западе Германии, а следы гигантских тысяченожек обнаружены в Шотландии, США и Канаде. Эти останки позволили примерно воссоздать облик ужасных доисторических членистоногих. Исследователи полагают, что туловище артоплевры состояло примерно из 30 сегментов, покрытых сверху и с боков защитными пластинами. Это помогало жуткой многоножке, не особо опасаясь хищников, поглощать пищу, а трапезы артоплевры были очень обильными. Она, как корова, могла за год съесть тонну плаунов, папоротников и другой зелени. И это, возможно, еще не все. Поскольку ископаемых останков челюстей артоплевры пока не обнаружили, трудно сказать, удовлетворялась ли она только зеленой пищей. Есть мнение, что на десерт
Прожорливая тварь предпочитала мелких животных, легко разрывая их крепкими челюстями с острыми зубами. По мнению ученых, до невероятных размеров многоножку раздул избыток кислорода в атмосфере каменно-угольного периода. В начале пермского периода, последнего в палеозойской эре, количество этого газа сократилось, после чего артоплевры вымерли. В конце пермского периода появились предшественники динозавров, такие как экозавры и текодонты. Первые останки уже полноценных древних ящеров обнаружены в Триасовом периоде, который наступил 250 миллионов лет назад и длился 51 миллион лет. Однако только в следующей эпохе Мезозоя, юрский и меловой периоды, древние ящеры достигли небывалого расцвета. Каких только чудовищ не было среди них. Хищные динозавры юрского и мелового периода не только достигли гигантского размера, но и основательно вооружились для успешной охоты. Так, в густых лесах Юры бродили огромные цератозавры, которые достигали 11 метров в длину и весили более 4 тонн. Мы сразу различим их среди других динозавров. Этих ящеров вряд ли с кем-то можно было спутать. Все дело в том, что на носу цератозавров красовался рельефный рог. Также 2 роговыми выступами были защищены глаза ящеров. Рога цератозавров, по мнению большинства палеонтологов, служили хищникам мощным оружием для наступательных и оборонительных целей. Однако есть мнение, что рог хищников использовался только в сражениях между мужскими особями за самок. А вот длинные крепкие зубы точно помогали цератозаврам успешно расправляться даже с крупными животными, которых они присмотрели на обед. По мнению ученых, ящеры предпочитали охотиться возле рек, озер и болот. Они ловили в воде в основном рыб, крокодилов и черепах, но могли напасть на более крупную добычу. И даже не брезговали каннибализмом, уничтожая на суше своих сородичей-динозавров. Но все же самыми диковинными в юрский период бесспорно были другие гиганты – спинозауриды. Наиболее известные из представителей вида спинозавры обитали в Северной Африке. Их вес достигал 13 тонн. Длина превышала 12-16 метров. При этом отдельные особи, как считают исследователи, дотягивали аж до 20 метров. Это больше длины железнодорожного вагона. На спинах чудовищных ящеров красовался огромный полукруглый парус из длинных отростков позвонков. Палеонтологи точно не знают, зачем природа наградила им ящеров. Одни полагают, что парус служил терморегулятором. Другие уверены, что отросток состоял из жира и являлся своеобразным запасником калорий на случай голода. Пищи же таким монстрам, вероятно, требовалось очень много. Они бросались на всех, кто попадался в воде и на суше. Для этого гиганты были отлично экипированы. Удлиненные черепа спинозавров с узкими зубастыми челюстями как нельзя лучше подходили для ловли рыбы и амфибий. К тому же хвост у монстров был раздвоен, что позволяло им хорошо плавать. Вместе с тем, большую часть времени спинозавры, вероятно, проводили на суше. Зубы этих динозавров не подходили для откусывания кусков мяса. В лесах они, скорее всего, охотились на мелких животных, которых могли проглотить целиком. Но самым крупным хищником эпохи динозавров даже близко не сравнится по величине с растительноядными ящерами. Удивительно, как природа умудрилась создать подобных гигантов. Рекордсменами среди них исследователи считают зауроподов. Внешне все ящеры этого вида выглядели похожими друг на друга. Их массивное, но относительно короткое туловище поддерживали 4 колонноподобных ноги. У различных видов могли изменяться только положение тела и пропорции его отдельных частей. Одни зауроподы отличались чрезвычайно длинной шеей, другие – более мощным хвостом или сравнительно небольшой головой. Например, 15-метровые зауроподы-камарозавры могли похвастаться мега-ноздрями, несоразмерными остальному телу. По мнению ученых, этот своеобразный природный кондиционер служил ящерам для охлаждения мозга. Зато шеи с 12 позвонками у камарозавров достигали длины чуть более 3 метров. Это немного по сравнению с другими гигантами. Например, у диплодоков
шеи с 72 позвонками могли доходить до 8 метров в длину. До сих пор не утихают споры, как многие гигантские зауроподы могли жить с такой шеей. Похоже, разные огромные ящеры решали по-своему этот вопрос. Диплодоки, скорее всего, держали шею вверх под углом до 65 градусов. Об этом говорят их мощные позвонки, которые могли бы играть роль основания колонны. Брахиозавры и эохилопы, в отличие от диплодоков, большую часть времени проводили с вертикально поднятой шеей. А найденный несколько лет назад в Аргентине сармьентозавр, наоборот, почти всегда держал голову близко к земле и во время еды был похож на мегапылесос. Но вернемся еще раз к диплодокам и посмотрим на их примере, как жили одни из самых крупных гигантов всех времен – динозавры-зауроподы. Они держались небольшими стадами и питались побегами с верхушек деревьев. Самые крупные 35-метровые особи весили более 20 тонн. Наверное, когда передвигалось стадо таких гигантов, их топот разносился на многие километры. Они наверняка были способны обгладывать только верхушки, поскольку не могли так изогнуть свои безумно длинные шеи до нижней части крон деревьев. Диплодоки как гребнем счесывали острыми зубами все доступные им листья и побеги. Этим гигантам требовалось до тонны зелени в день. Когда ветки заканчивались, стадо огромных динозавров, скорее всего, уходило на поиски другого места пропитания. Эти зауроподы преодолевали огромные расстояния и расселялись по планете. В отложениях Юры на всех континентах ученые находят куски розового кварца. Диплодоки заглатывали минерал, чтобы желудок лучше перетирал пищу. Другие зауроподы использовали для улучшения пищеварения иные минералы. Интересно, что во время передвижения зауроподы использовали специальную организацию стада. Взрослые динозавры плотным кольцом окружали молодежь для защиты от хищников. Впрочем, их неимоверные размеры сами по себе, вероятно, служили хорошей защитой от любителей динозавритины, которых хватало в лесах мезозоя. Соперничать в размерах с диплодоками могли немногие древние ящеры. Среди них мы найдем суперзавров. Судя по обнаруженным костям, они достигали длины 33-42 метров при весе 35-40 тонн. Однако пока останки суперзавров найдены лишь фрагментарно в штате Колорадо. Это затрудняет тонкую оценку размеров ящеров. Лучше изучены стегозавры. Эти зауроподы, как и все другие, были травоядными. Так что они не нападали на других животных, но были отлично защищены от атак хищников. На спинах гигантов длиной до 9 метров и весом до 9,8 тонн красовались 17 костяных пластин. Необычные наросты не были продолжением каких-либо костей внутреннего скелета ящеров, они располагались обособленно. Крупнейшие из таких пластин имели размеры 60 на 60 сантиметров. Палеонтологи часто спорили, как располагались пластины на спине животного. Сейчас научное сообщество пришло к выводу, что наросты образовывали два ряда. При этом пластины одного ряда росли напротив промежутков в другом ряду. Некоторые ученые полагают, что пластины были подвижными и могли менять угол наклона. Одно время считалось, что наросты служили стегозаврам защитой от нападения сверху крупных хищников. Однако пластины были слишком хрупкими и оставляли незащищенными бока. Тогда возникла версия, что наросты участвовали в терморегуляции или же служили украшением для брачных игр, а может, с помощью них стегозавры пытались напугать и ввести в заблуждение конкурентов. Пластины визуально увеличивали размер этих ящеров и устрашающе краснели благодаря множеству кровеносных сосудов. Впрочем, у стегозавров было и более серьезное вооружение. На хвостах этих чудовищ находились две пары жутких шипов длиной около метра, которые они успешно использовали для самообороны. Еще одни гигантские зауроподы мезозоя, маменчезавры, в основном достигали длины до 26 метров. В то же время два недавно найденных шейных позвонка одного из этих животных
свидетельствуют, что особь могла быть 35-метровой или более. Тогда вес гиганта составлял бы 60 или 80 тонн. Но самой удивительной чертой маменчезавров является исключительно длинная шея, размером в половину тела. Ее верхний отдел был очень гибким. Палеонтологи предполагают, что благодаря этому гиганты могли добыть себе больше пищи. Они легко объедали листья и ветки с верхушек деревьев, а также с нижнего яруса. Если бы деревья загорелись, гиганты могли вмиг превратиться в продвинутую пожарную команду, легко потушив огонь даже на вершинах самых длинных деревьев. Для этого динозаврам достаточно было набрать в пасть воды и вытянуть свою длинную шею, как пожарная лестница. В реальности древний ящер, конечно, ничего не тушил. Зато благодаря длинной шее он мог обеспечивать себя настоящими деликатесами, поедая самые нежные и сочные молодые ветки на верхушках деревьев. Другие мегагиганты мезозоя находили себе пищу, постоянно находясь в озерах и морях. В теплых водах плавали не менее жуткие и опасные монстры, чем динозавры. Среди них выделялись мозазавры, родственники обычных ящериц. Но некоторых из них скорее можно назвать существами из фильма ужасов. Отдельные особи достигали длины до 18 метров и веса в 20 тонн. Среди них встречались гиганты, предпочитавшие жить в открытом океане и глубоких прибрежных водах. Они редко ловили мелких рыб, а чаще охотились на очень крупную или хорошо защищенную добычу. На обед гиганты любили полакомиться морскими рептилиями, особенно черепахами, плезиозаврами. И даже пожирали себе подобных, не брезгуя каннибализмом. В целом ученые считают, что в молодом возрасте мозазавры могли атаковать животных, превосходящих себя по размерам. Их зубы были отлично приспособлены для того, чтобы резать и давить, а массивные мышцы челюстей обеспечивали огромную силу укуса. Мозазавры перед употреблением расчленяли свою жертву на множество относительно мелких частей. Большинство не могло целиком заглатывать крупные куски добычи. В морях и пресноводных водоемах мезозоя, в отличие от глубин океанов, быстро распространялись костистые рыбы. Среди них было немало настоящих великанов, однако ни один из них не мог сравниться с литсихтисами. Найдены кости особей, которые достигали до 30 метров в длину, больше, чем современная китовая акула. Но не думайте, что при таких размерах литсихтисы пожирали в морях все направо и налево. По мнению ученых, именно размер сыграл с огромными рыбами злую шутку. Из-за своей величины неповоротливые и маломаневренные литсихтисы не могли быть активными хищниками. Как современные китовые и гигантские акулы, они питались планктоном, в первую очередь крилем, которого было много в позднеюрских морях. Литсихтисы добывали себе криль, фильтруя воду с помощью жабр. В глубоких реках мезозоя тоже скрывались огромные монстры. Палеонтологи, искавшие останки динозавров в Нигере в 1997 году, были поражены, когда обнаружили окаменевшие челюстные кости крокодила ростом со взрослого человека. Впоследствии оказалось, что ученые наткнулись на наиболее хорошо сохранившиеся останки саркозуха императорского, доисторического гигантского крокодила. Он обитал в северной части тропической Африки 110 миллионов лет назад. Отдельные особи этого вида, которые неофициально называют суперкрокодилами, достигали 12 метров в длину и весили около 8 тонн. Они были в 2 раза длиннее и в 4 раза тяжелее, чем крупнейшие из нынешних крокодилов. Вполне возможно, что помимо рыбы саркозух питался и небольшими динозаврами. У него для этого было вполне подходящее вооружение. Узкие челюсти суперкрокодила достигали 1,8 метров в длину и были усеяны сотней с лишним зубов. На оконечности верхней челюсти имелся массивный костяной нарост. Глаза саркозуха двигались в глазницах вертикально, что тоже помогало охоте. Интересно, что внешне, по всей видимости, этот монстр напоминал обитающего в Индии и Непале ганского гавиала. Это редкое животное, которое занесено в Красную книгу.
Были найдены и другие, не менее крупные, ископаемые останки доисторических крокодилообразных рептилий. В том числе к ним относятся кости особей из вымершего рода дейнозухов. Они были родственниками современных аллигаторов и, возможно, достигали в длину 10-12 метров. Крокодилы, скорее всего, могли вырастать до таких размеров благодаря среде обитания. Ученые считают, что на суше это было бы возможно, а вода облегчала вес гигантов. Кроме того, крокодилий череп очень крепок, соответственно, велика была и сила сжатия челюстей, что позволяло рептилии успешно охотиться на крупную добычу. Небо позднего мелового периода тоже было уже достаточно плотно заселено. В нем летали первые настоящие птицы и их предшественники археоптериксы. Это были еще очень мелкие создания. Но больше всего встречалось крылатых пресмыкающихся, птерозавров. И как раз некоторые из них представляли собой удивительных гигантов. Птерозавр Кецалькоатль считается одним из крупнейших известных летающих животных всех времен. Палеонтологи нашли кости особей ростом около 10 метров, правда весом всего 70 килограммов. Огромные, как самолеты, существа отличались необычно длинными, жесткими шеями. На их головах красовался гребень, хотя его точная форма и размер до сих пор неизвестны. Зато ученые вычислили размах крыльев летающих гигантов. Он достигал 15,9 метра, больше высоты двухэтажного дома. На этом фантастические свойства птерозавров не заканчиваются. Эти существа отлично сочетали воздушный и наземный образ жизни. Кецалькоатли уверенно летали, используя парение и взмахи крыльев. Вместе с тем они еще лучше бегали по земле на 4 ногах, подобно современным копытным млекопитающим. Такие возможности помогали птерозаврам быть очень успешными охотниками мелового периода. Кецалькоатли с помощью длинного острого клюва ловили рыбу мелких позвоночных на суше или в небольших ручьях. Ну и не брезговали даже падалью, как современные аисты марабу. Древние представители семейства фароракосовых из отряда журавлеобразных покажутся нам не менее жуткими монстрами. У них даже есть неофициальное название. Звучит устрашающе – ужасные птицы. Это были не летающие хищные пернатые. Они достигали 3 метров в высоту, а потому пищи им требовалось чрезвычайно много. Впрочем, жуткие создания легко ловили всех неосторожных животных, которым не посчастливилось попасть в их поле зрения. Благодаря своей высоте и длинной шее ужасные птицы могли заметить добычу на большом расстоянии, а длинные мощные ноги позволяли им развивать необходимую для охоты высокую скорость. Ужасные птицы бегали со скоростью до 50 км в час и могли одним махом проглотить собаку средних размеров. Своими клювами, загибающимися к низу, фороракосовые рвали добычу примерно так же, как это делают современные хищные птицы. Благодаря всем этим качествам ужасные птицы долго и успешно конкурировали с другими, не менее серьезно экипированными представителями животного мира. Эти пернатые появились на Земле примерно 60 миллионов лет назад и исчезли только спустя 58 миллионов. Большинство из известных окаменелых останков найдены в Южной Америке, а часть – в Северной. Считается, что самые близкие родственники фороракосовых из современных птиц – представители семейства кориамовых. Они обитают в Южной Америке и достигают всего 80 сантиметров в высоту. Да, потомки ужасных птиц сильно сдали по сравнению со своими грозными предками. И теперь на них охотятся все хищники, кому не лень. Особенно любят полакомиться птицами одни из самых загадочных и безжалостных существ на Земле. Они бесшумно скользят по земле, гипнотизируют неподвижным взглядом и меняют кожу, как перчатки. Вы, конечно, догадались, что это змеи. Мы стараемся держаться от них подальше, ведь гады могут смертельно ужалить или привести в ужас, на глазах проглотив совсем не мелкую зверушку. Самыми огромными змеиными хищниками в современном мире считаются удавы. Например, встречаются питоны, достигающие более 10 метров в длину. Эти гиганты очень агрессивны. СМИ писали, что в 2008 году питон проглотил 54-летнюю жительницу индонезийского острова Мун.
Когда гада убили и разрезали ему брюхо, из чрева извлекли тело женщины. И есть свидетельство, что они целиком могут проглотить молодого оленя. А представляете, что творили древние змеи, которым олень показался бы просто легким перекусом? Ученые уверены, что некоторые из них предпочитали на обед динозавров в собственном соку. По крайней мере, это, вероятно, было по зубам змее Санаекс, обитавшей на территории современной Индии 65-70 миллионов лет назад. Ученые предположили, что Санаекс мог глотать мелких динозавров весом до 50 килограммов, а также детенышей более крупных особей и их яйца. При этом он не был змеиным Кинг-Конгом. Санаэх достигал длину в 3,5 метра и весил 10-20 килограммов. Настоящие гиганты появились на Земле позже, примерно 60 миллионов лет назад. Поскольку динозавры и другие великаны мезозойской эры к тому времени вымерли, многие гады смогли занять освободившуюся природную нишу. Им подфартило и с температурой. В среднем она поднялась до 34-36 градусов, а холоднокровные рептилии очень любят жару. В результате змеи выросли до невероятных размеров. В пример можно привести гиганта Фиса, который обитал на территории современной Африки и Южной Азии 40 миллионов лет назад. Гиганты этого вида достигали в длину около 11 метров и весили до 500 килограммов. Подобно современным удавам с питонами, гигантофисы душили свою добычу, заглатывали ее и долго переваривали. От их смертельных объятий было не уйти не только мелким зверушкам, но и существам больше современных оленей. Однако ни один из древних гигантов не смог сравниться с Титанобоа. В угольной шахте колумбийского города Керихон археологи обнаружили затерянный мир возрастом в 58 миллионов лет. В нем обитали удивительные черепахи размером с кухонный стол и самые большие ископаемые крокодилы. Там же нашли скелет мегазмеи длиной с большой автобус. Воссоздав облик рептилии, палеонтологи выяснили, что она достигала 15 метров и весила около тонны. Этого тяжеловеса ученые назвали Титанобоа. Огромная змея настолько поражает воображение, что кинематографисты и писатели сделали ее настоящей звездой. Титанобоа появляется во второй серии знаменитого фильма «Портал юрского периода. Новый мир». А в романе ужасов Рика Янси «Ступени, ведущие в бездну» единственная выжившая на Земле особь Титанобоа находится в центре сюжета. Автор назвал ее Т. Церриханенсис и наделил ужасным ядом, мгновенно растворяющим внутренние органы жертвы. На самом деле Титанобоа не была вооружена ядовитыми зубами, ведь удаву они ни к чему. Эта змея легко убивала любую жертву, сжимая ее с невероятной силой, более 180 килограммов на 6,4 квадратных сантиметра. Такие смертельные объятия примерно равны удару от падения 1,5 бруклинских мостов. Понятно, что для столь массивного хищника добыча в виде предков современных сусликов и белок была мелочью. Огромное чудовище предпочитало на обед кого-нибудь покрупнее и, конечно, не отказалась бы отведать свежие динозавритины. Если ей не удалось полакомиться таким деликатесом, то только потому, что эти два существа никогда не пересекались. Так что Титанобоа приходилось охотиться, например, за меритериями и баритериями, предками современных слонов. Подстерегать добычу змее, скорее всего, помогал серо-коричневый камуфляж, кожа, которая сливалась с окружающей средой. По крайней мере, именно таким нарядом ученые из американского Смитсоновского института наделили свою 14-метровую модель Титанобоа, установленную на центральном вокзале Нью-Йорка. Каждый год тысячи туристов приезжают посмотреть на чудовище и, наверное, в глубине души радуются, что в наши дни подобного монстра уже не встретишь. Хотя на самом деле однажды Титанобоа, по мнению некоторых ученых, может вернуться. Что это за научный прогноз, который скорее кажется фантастическим? Из-за глобального потепления температура на планете постоянно растет, и рептилиям становится все комфортнее. Второе пришествие Титанобоа вряд ли сможет остановить даже избыток в атмосфере углекислого газа. Наоборот, в царстве гигантских змей его было на 50% больше, чем в современном мире.
Исследователи полагают, что, возможно, гены обитателей тропиков уже приспособились к глобальному потеплению и дальнейшему росту температуры. Впрочем, все не так страшно. Нам с вами бояться возвращения ужасных удавов типа титанобоа точно не стоит. По подсчетам ученых, для появления нового вида животных потребуется около 1 миллиона лет. Так что долгое время, как и сейчас, на планете будут править млекопитающие. Они достигли удивительного многообразия. В настоящее время насчитывается более 6,5 тысяч видов теплокровных животных, которые выкармливают потомство молоком. Кого только нет среди них: грызуны, рукокрылые, хищники, приматы и мы с вами, люди. Расцвет нашего класса животных, вероятно, начался вскоре после гибели динозавров в современной кайнозойской эре. И некоторые быстро ухитрились вырасти до гигантских размеров. Каких млекопитающих можно назвать супервеликанами древнего мира? Рекордсменом многие ученые считают индрикотерия, вымерший вид носорогообразных. Он был наиболее высоким и тяжелым сухопутным животным, когда-либо существовавшим на Земле. Хотя синие киты являются самыми большими существами в мире на данный момент, они не относятся к сухопутным млекопитающим. При росте в 7 метров индрикотерии достигали 4,8 метров в холке, а их вес оценивается в 24 тонны. Эти млекопитающие жили в среднем олигоцене, нижнем миоцене примерно 23-34 миллиона лет назад. Их окаменелости находили в Евразии. Внешне животные напоминали огромных носорогов без рогов. Или, скорее, в нашем понятии, это была гигантская лошадь с длинной, как у жирафа, шеей и сравнительно небольшой головой. Особо следует упомянуть необычный челюстный аппарат животного. Предполагается, что на нижней и верхней челюстях индрикотериев выступали короткие тупые бивни, которые не соприкасались друг с другом. Странным было расположение этих бивней. 2 смотрели вниз, а 2 вверх. Возможно, животные использовали их для добычи пищи как мощный пинцет. Вероятнее всего, индрикотерий обдирал бивнями кору с деревьев. Однако он питался не только корой, но и листвой. Носовые кости индрикотерия палеонтологи определили как сильно сдвинутые назад. Значит, у него был хобот и отсутствовала конская голова, как рисуют обычно. Хобот требовался для обрыва листьев с веток. Выходит, индрикотерий использовал 2 способа добывания пищи. Хоботом он захватывал листву, а бивнями обдирал кору. Это указывает на то, что гигантские млекопитающие обитали в ландшафте с 2 четко выраженными сезонами – влажным и сухим. Во время сухого сезона листвы не было, и огромный индрикотерий переходил на жесткую диету, ел кору словно заяц. Другие части тела этого представителя млекопитающих тоже впечатляют. Ноги у индрикотерия были длинные и похожими на колонны. Сильно вытянутая шея поддерживала череп около 1,3 метра в длину. Скорее всего, у этих доисторических существ мы также увидим непропорционально большие уши. Ученые считают, что они служили животным чем-то типа современных кондиционеров. Гиганты обмахивались ушами, чтобы не перегреть свою голову на длинной шее. Еще один огромный представитель млекопитающих кажется тоже очень странным. На кого бы походила помесь медведя и хомяка размером больше слона? Возможно, на мегатерию. Это вымерший род гигантских ленивцев, который обитал преимущественно в Северной Америке от 5 миллионов до 11 тысяч лет назад. Они считаются предшественниками не только современных ленивцев, но и броненосцев с муравьедами. Хотя мегатерии были мельче шерстистых мамонтов, они являлись одними из крупнейших наземных млекопитающих. Длина их достигала 6 метров. Скелет мегатерии был чрезвычайно крепким. Вероятно, животное обладало большой силой, но не отличалось скоростью передвижения. Многие ученые полагают, что для добычи пищи мегатерии использовали свои длинные передние конечности, снабженные крупными когтями. Этими острыми орудиями гиганты срывали с деревьев листву и обдирали кору на высоте, недоступной более мелким животным. Однако высказывается предположение, что мегатерии могли питаться и мясом. Форма их локтевых костей предусматривает способность к быстрому движению передними конечностями. Не исключено,
что мегатерии убивали жертву взмахом лапы. Странные предшественники ленивцев исчезли с лица Земли примерно 5 миллионов лет назад. Точная причина вымирания мегатерий не установлена. Скорее всего, это произошло в результате сочетания изменений климата с интенсивной охотой на диких животных первобытных людей. Гигантов среди млекопитающих, как мы говорили, вообще стало значительно меньше, чем в доисторические времена. Но они, вероятно, еще долго будут доминировать на планете. И все-таки рано или поздно млекопитающим придется уйти с вершины эволюции. Пример тому — грозные воины доисторического животного мира. Они были так хорошо экипированы, что, казалось бы, продолжат вечно царствовать на планете. На самом деле монстры прошлого исчезли во время Пермского, Триасового, Юрского и других вымираний, а некоторые просто не выдержали конкуренции с остальными жителями планеты. Зато более скромные по размеру и экипировке животные, которые не участвовали в звериной гонке вооружений, смогли выжить. В наших морях, как и 600 миллионов лет назад, плавают практически совсем незащищенные от хищников медузы. Почти ничем не вооруженные головоногие наутилусы обитают уже 500 миллионов лет, мечехвосты — 350, а тараканы достают нашу планету 320 миллионов лет. Им нипочем массовые вымирания, климатические катаклизмы, дихлофоз. Так что умение приспособиться к окружающей среде оказалось надежнее самых острых когтей и зубов. Кто сменит этих старожилов в эволюционной гонке и потеснит млекопитающих с ее вершины? Какими окажутся животные будущего? Найдутся ли среди них гиганты под стать своим древним предкам? Мы точно никогда об этом не узнаем. Но кое-какие интересные прогнозы на этот счет уже есть. Британский ученый Дугал Диксон показал, какими животные могут стать через 1000 лет в книге «Дикий мир будущего». Она написана в жанре спекулятивной эволюции, где научные расчеты переплетаются с воображением автора. По мнению Диксона, в далеком будущем на Земле станут главенствовать членистоногие и рептилии. При этом многие современные малыши превратятся в гигантских химер. Какой вывод можно сделать, исходя из этих жестоких картин? В будущем борьба за существование в животном мире по-прежнему останется актуальной. И если верить гипотезе Диксона, в межвидовых войнах будут вновь доминировать гиганты, как и в древние времена. Впрочем, это лишь один из сценариев развития событий. Заглянуть в будущее мы не можем, а вот лучше изучить монстров прошлого в наших силах. Ученые здесь постоянно продвигаются вперед. Недавно палеонтологи, возможно, сделали революционное открытие. В Южной Америке они откопали массивные кости древнего китообразного существа. Есть предположение, что животное весило 340 тонн. В данном случае оно в 1,5 раза опережает нынешнего чемпиона в тяжелом весе – синего кита. Каких еще гигантов скрывает от нас Земля? Возможно, колоссы древних времен, о которых мы уже знаем, покажутся просто середнячками по сравнению с теми, что нам предстоит найти. Знакомство с такими монстрами будет настоящим подарком всем, кто любит заглянуть в прошлое во время виртуальных путешествий. Древние гиганты наверняка многое расскажут о том, какой многообразной и удивительной была когда-то очень давно жизнь на Земле.